Ladies and gentlemen, please welcome for their first debut performance ever, Emerson, Lake and Palmer. При упоминании о группе Эмерсон, Лейк и Палмер у многих вытягиваются лица. Уж слишком серьезную славу снискало это трио. Этакие мрачные люди с консерваторским образованием и помешательством на классической музыке. Некоторые музыкальные обозреватели называют их одними из основоположников арт-рока. Эмерсон, Лейк и Палмер – одна из немногих групп, к творчеству которой я отношусь с определенным фанатизмом. Так вышло, что найдя то, что искал в музыке, в прогрессивном роке я нашел звучание некоторых групп особенно близким моему уху и сердцу. Но эта грандиозная троица, звучавшая как оркестр, вполне меня удивила. Начало истории этой знаменитой британской группы было положено в августе 1969 года, когда впервые встретились и быстро стали друзьями уже достаточно известные музыканты Кит Эмерсон и Грег Лейк. Первый входил в состав The Nice, группы, уже имевшей на своем счету 2 альбома, но сделавшей себе имя прежде всего на своих неистовых концертных шоу. Самого Эмерсона, кстати, прозвали Джимми Хендриксом за органом. Второй же играл на бас-гитаре и пел в команде King Crimson, которая только-только вкусила вкус успеха, забравшись со своим дебютным альбомом In the Court of the Crimson King сразу на 5-ю строчку национального хит-парада. Итак, волею судьбы, The Nice и King Crimson оказались вместе в списке участников фестиваля джазовой и блюзовой музыки в Пламптоне 10 августа 1969, когда и познакомились Эмерсон с Лейком. Через пару месяцев Кит и Грег вновь встретились перед совместным концертом, тогда и появилась идея создать собственный проект. Половина состава King Crimson отказалась ехать в очередное турне, что грозило распадом группы. Да, и в Nice, по мнению Эмерсона, дела шли далеко не лучшим образом. Дело закончилось тем, что Грег Лейк в декабре 1969-го покинул Роберта Фрипа, Nice и вовсе распались, и буквально через 2 недели британский еженедельник New Musical Express сообщил о рождении новой группы. Летом 70-го трио уже выступало перед аудиторией 600 тысяч человек в рамках ежегодного английского фестиваля. Это было лишь второе совместное выступление музыкантов, однако их музыка произвела настолько впечатляющий эффект, что выпуск дебютного альбома не заставил себя ждать. Грег Лейк имел хорошие отношения с дирекцией Island Records, который в то время был значительно авторитетнее новичков Харизма, с которыми сотрудничал клавишник Кит Эмерсон, когда был лидером Nice. Изначально музыканты планировали сделать своим барабанщиком Митча Митчелла из только что распавшейся группы The Jimi Hendrix Experience. Однако директор Харизма Тони Стрэттон Смит посоветовал Киту и Грегу посотрудничать с Карлом Палмером, который прежде входил в концертный состав The Crazy World of Arthur Brown, а затем основал вместе с коллегами по безумному миру проект Atomic Rooster. Совет оказался дельным. Для приличия 20-летний Карл поломался немного, прежде чем принять приглашение, но в действительности перспектива работы с кумиром Китом Эмерсоном завораживала молодого барабанщика. При продюсерстве Грега музыканты приступили к записи дебютного альбома в недавно открывшейся студии Island Studios. Однако вскоре почувствовали недостаток необходимого оборудования и передислоцировались в Advision, где работал звукорежиссером Эдди Оффорд. В то время он едва закончил сведение альбома Yes. По предложению Кита в названии трио оказались перечислены фамилии участников в алфавитном порядке. Английские газетчики тут же ехидно переиначили это название как «Громоздкий подлог и травма», а российские слушатели как «Эмерсон, лег и помер». Таким образом, Грег, который все еще находился в русле Посейдона и предлагал варианты на морскую тематику, мог не опасаться, что в случае изменения состава группа продолжит работать под старой вывеской. Это в свое время оттолкнуло его от King Crimson. Критика оценила творчество группы неоднозначно. К примеру, фанат The Nice, радиоведущий Джон Пил, был скептичен по поводу новой группы.
Тогда как журналист Melody Maker Крис Уэлш, еще больший фанат The Nice, с восторгом принял дебютный альбом. Эффектную двухпанельную обложку, для которого он нарисовал 18-летний художник Ник Дартнелл. Противоречивыми оказались и позиции альбома в коммерческих чартах. Сам Эмерсон, Лейк и Палмер добрался до 4-й строчки в английском хит-параде. Зато единственный сингл с него «Lucky Man» едва попал в первую полусотню, и только в США. Тем не менее, сегодня на сайте rockarchives.com альбом имеет наивысшую оценку в дискографии и входит в 100 лучших пластинок прогрессивного рока за все время. Басовая партия песни «Лезвие ножа» цитирует вступление к симфониете чешского композитора Леоша Яночека, который написал ее в 26-м. На 4-й минуте звучит другая цитата из французской сюиты ре минор Баха. Текст о бремени правления толпой, которая ждет, когда очередной вождь рухнет с пьедестала, колышущегося на лезвии, был написан Лейком совместно с водителем группы Робертом Фрейзером, который не получил гонорар, но был упомянут в конверте, в отличие от Баха с Яночеком. После первого концертного тура, в котором музыканты нашли собственное звучание, необходимость создания второго альбома не вызывала сомнений. Клавишник Кит Эмерсон сочинил небольшой музыкальный фрагмент в размере 5 четвертей и с гордостью представил его бас-гитаристу Грегу Лейку. Грегу музыка показалась слишком простой, не оправдывающей нестандартного ритма. Тем не менее, Кит настоял на включении пьесы в репертуар. В студии музыканты дополнили ее до 20-минутной сюиты, которая заняла всю первую сторону новой пластинки. Сюиту дали послушать молодому художнику Уильяму Нилу. Она вдохновила его на изображение броненосца с гусеницами и стволом танка вместо лап. Эта картинка и стала обложкой. На нее не было вынесено название группы, только название альбома, что добавляло изображению эффектности. Немногие помнят Тарса Таркаса, персонажа фантастического романа Эдгара Берроуза «Принцесса Марса». К разочарованию немногих, название Таркус не имеет ничего общего с марсианским воякой. По словам Нила, имя Таркус, так назвали зловещего броненосца, было образовано путем слияния слов «тар-тар» и «каркас». Объяснение Эмерсона оказалось еще проще. После записи он вспомнил повесть натуралиста Генри Уильямсона под названием «Выдра по имени Тарка». Вторую половину пластинки составили 6 коротких песенок в разных жанрах, от фортепианного буги до энергичного рок-н-ролла, с контрастно легкими текстами на фоне заглавной сюиты о победе человечества над волей к разрушению. Разве что провокационная антивоенная строчка «Ты веришь, что Бог заставляет тебя дышать? Почему же он потерял 6 миллионов евреев?» из песни «The Only Way» возвращает слушателя к вечным вопросам. Несмотря на попытку трио раскрыть все грани своего совместного творчества на пластинке, вторая ее сторона всегда воспринималась критиками и фанатами спорно. Неслаженная ритм-секция Лейка и Палмера, не доведенное до совершенства мастерство Эмерсона в обращении с синтезатором, не приблизили ее песни к прогрессивному року, заявкой на который стал 20-минутный открывающий номер. Вопреки этому, сразу после выхода альбом взлетел на первую позицию в английском коммерческом чарте. После распуска группы The Nice клавишник Кит Эмерсон посетил концерт классической музыки, где впервые услышал картинки с выставки Модеста Мусоргского, серию фортепианных пьес, написанных русским композитором после посещения посмертной выставки художника Виктора Гартмана. После концерта Кит нашел ноты и сыграл картинки вокалисту Грегу Лейку. Тому понравилась идея сделать свою версию сюиты. Работа началась, когда барабанщик Карл Палмер еще не присоединился к музыкантам, но позже и он принял участие в сочинении аранжировки. С первых концертов 40-минутные картинки, очень далекие от оригинала, стали обязательной частью программы. Публика принимала их на ура. Песню «Променад» и сюиты пробовали записать в студии еще для альбома «Таркус», но звучало неубедительно,
так что решили сделать концертную версию уже картинок целиком. Первая попытка была предпринята в конце 70-го, когда был снят концертный фильм. Концерт транслировался по ТВ и в 73-м был показан в кинотеатрах. Качество звука в фильме показалось музыкантам неудовлетворительным. Картинки решили перезаписать еще раз. Записывалось только аудио, что позволило группе сосредоточиться на музыке. Чтобы проблем со звуком не возникло, музыканты доверили запись своему звукорежиссеру Эдди Оффорду, и он справился с задачей отлично. В 70-е в прессу проник ошибочный слух, что к группе собирался присоединиться гитарист Джимми Хендрикс, но его внезапная кончина нарушила планы. В газетной утке предполагалось, что квартет должен был получить название «Help». Вероятно, этот слух показался дирекции лейбла Island забавным, поскольку именно так, Help, была названа новая линейка пластинок с черными этикетками, продающихся по сниженной цене. Первым релизом в этой линейке стал концертник группы. Изначально концертный альбом планировалось добавить конверт к Tarkus, но это получилось слишком дорого, так что картинки вышли отдельно через полгода после записи. Пластинка отлично продавалась и мгновенно взобралась на 3-е место в английском хит-параде. В 1972-м альбом номинировался на Грэмми, а в 1981-м им заинтересовалась даже фирма грамзаписи «Мелодия», издавшая пластинку в СССР. В 1962 году группа Bumble and the Stingers выпустила инструментальный сингл «Nut Rocker» с рок-версией марша из балета Чайковского «Щелкунчик». Практически без изменений Кит Эмерсон включил номер в концертную программу. Исполнение номера завершило пластинку. Задорный мотив, вдохновивший заглавную тему из «Приключений Буратино» Алексея Рыбникова, хорошо подходит для финала. В конце 1971-го студия Advision, в которой работал сопродюсер группы Эдди Оффорд, обзавелась новейшим достижением техники – 24-дорожечным магнитофоном. В тот же период увидел свет обновленный синтезатор Moog. Теперь он мог играть больше одной ноты одновременно. Музыкантам не терпелось воспользоваться открывшимися возможностями на новом альбоме. Для третьего студийника группы из 3 человек название «Трилогия» казалось естественным. Одноименная композиция, в которой можно различить трехчастную структуру, оказалась сочинена клавишником Китом Эмерсоном и Грегом Лейком. Как нельзя кстати. Тему тройки продолжил конверт, оформленный старыми друзьями Эмерсона еще по группе The Nice дизайн-студии Hypnosis. Собственно, только Эмерсона и можно узнать в одном из 3 длинноволосых мужчин, которые на обложке словно бы слились в единое существо. После издания концертника, материал которого основывался на шедеврах классики, группа предпочла самостоятельно писать музыкальный материал. Так, всего одна вещь с нового альбома, короткая инструментальная пьеса, оказалась основана на фрагменте из американского балета Аарона Копланда «Родео» 1942 года. У Эмерсона и без того хватало амбиций, как сочинительских, так и исполнительских. При работе над трилогией Эдди Оффорд случайно стер пленку с искусственным соляком Эмерсона. Видимо, это стало одной из причин, почему музыканты больше не сотрудничали с ним. Многие коллеги, к примеру Джет Ротал и Муди Блюз, в начале 70-х уже получили опыт злоупотребления студийными наворотами, которые потом не удавалось воспроизвести на концертах. Пришло время трио наступить на эти грабли. Больше половины номеров с альбома не вошли в концертную программу из-за невозможности их исполнения на сцене втроем. Лишь в 80-е, когда на помощь музыкантам пришли синтезаторы с технологией MIDI, появилась возможность сыграть все композиции вживую. Но, к сожалению, в 80-е группа была неактивной.
Благо на трилогии имелись танцевальные песни с простыми аранжировками. Обыкновенно такие песни сочинял Грег Лейк. Благодаря им пластинку не постигло забвение. Неудивительно, что позже Лейк назвал трилогию своей любимой работой в дискографии группы. Издание альбома ознаменовало выход Emerson, Lake and Palmer на новый уровень коммерческой востребованности. Она давала аншлаговые концерты для десятков тысяч фанатов, а пластинка продержалась в английском чарте 29 недель. Альбом «Трилогия» продавался хорошо. Эмерсон, Лейк и Палмер впервые выступили в Японии и почувствовали себя звездами. А ведь совсем недавно музыканты находились в Лиге новичков. Чтобы помочь другим молодым талантам делать первые шаги в шоу-бизнесе, вокалист группы Грег Лейк основал собственный лейбл Manticore Records. Название было выбрано в честь львицы со скорпионьим хвостом, которая сокрушила антигероя в эпике Таркус. В качестве репетиционной точки для подписантов Лейк арендовал кинозал в центре Лондона. Сама же группа тоже начала там играть. Клавишник Кит Эмерсон репетировал синтезаторную версию токкаты современного композитора Альберто Хинастеры. Несколько песен было у Лейка, но магнум опусу, занявшему 3/4 новой пластинки, только предстояло появиться. «Друзья, добро пожаловать на шоу, которому нет конца!» Начал однажды репетицию Лейк, впечатленный театральной атмосферой кинозала. С этой фразы начался получасовой номер под названием Carnival 9. Смесь слов «карнавал» и «зло». Сначала Эмерсон хотел сделать эпик космооперой и предложил название «Гантон 9», добавив девятку, видимо, чтобы было похоже на название планеты по типу «Валаха-9» из «Дюны» Фрэнка Герберта. От космооперы отказались, но тему оставили фантастическую, в духе Айзека Азимова «Война между машинами и человеком». Ее поддержала киберпанковская обложка от художника Ханса Руди Гигера. В то время прославивший визуальные решения Ханса фильм «Чужой» даже не планировался. Изначально альбом хотели назвать «Натяни на себя черепушку», но потом остановились на загадочном «Хирургия каши в голове». По сути, это синоним минета из песни «Right Place, Wrong Time» американского блюзмена Доктора Джона. Похоже, такой способ взаимодействия машины и человека казался участникам группы наиболее перспективным. Рассматривая картины Гигера, Эмерсон заметил, что одна точно соответствует названию. Возле губ женщины-робота как раз красовался мужской член. А рядом с этой картиной эпатажная обложка альбома The Rolling Stones Sticky Fingers, где эрегированный член стыдливо прикрыли джинсами, казалась совершенно невинной. К счастью, издатели убедили группу убрать порнографию с итогового конверта. Срамной альбом роллингов не был посрамлен. Кстати, поговаривают, что в конце 70-х Гигер хотел было сделать космическому чудовищу из фильма «Чужой» член вместо головы, но генитальную идею опять срезали. В целом альбом записали без экспериментов. Рецензии на альбом оказались хуже, чем на трилогии. Пластинка показала чуть худшие коммерческие результаты. Очередное серебро в английском чарте и только 11 место в американском. Неплохие продажи тройного концертного альбома Yes под названием Yes Songs внушили группе уверенность, что и их концертник на 3 пластинках также окажется успешен. В августе 1974 года в продажу поступил альбом, озаглавленный строкой «Друзья, добро пожаловать на шоу, которому нет конца», с которой началось сочинение эпика Carnival 9. К ней добавили фразу «Дамы и господа, Эмерсон, Лейк и Палмер», с которой обыкновенно начинались концерты. На выступлениях звуковая техника устанавливалась в 4 частях зала. Подобной технологией давно пользовались Pink Floyd, и группа переняла успешный опыт. В итоге музыканты получали не только эффект панорамного звука в зале, но и качественную 4-канальную запись каждого из сотен проведенных концертов. Так что альбом Welcome Back не пришлось даже дополнительно обрабатывать в студии. Запись как есть издали на пластинках и многоканальных бобинах. Концертный тур в поддержку альбома получил название «Принесите лестницу» по строчке из песни «Still You Turn Me On».
Тогдашние концерты в самом деле проходили на уровне, добраться до которого без лестницы было проблематично. Музыканты делали все, чтобы зрелище получилось незабываемым. На некоторых концертах пианист Кит Эмерсон сидел за вращающимся роялем, который плавно поднимался на 10-метровую высоту. Грег Лейк пробовал использовать гитару с двумя грифами, а барабанщик Карл Палмер по инкрустированной бриллиантами барабанной установке в окружении гонгов и оркестровых колоколов. 80 тонн оборудования и команда техники из 50 человек перемещались по Европе и Америке в 3 грузовиках с надписями «Эмерсон», «Лейк» и «Палмер». Досадно, что полноценной видеоверсии тех концертов не сняли. Как подчеркивал Карл Палмер, концертник «Welcome Back» ознаменовал для группы конец определенной эпохи. После него группа взяла отпуск на пару лет, у Лейка появилась дочь Наташа, Эмерсон наконец смог побыть с сыном Аароном. В этот период оба музыканта выпустили по сольному синглу. У Палмера тоже нашлись дела. Перерыв в творчестве бывает полезен. Вокалист группы Грег Лейк не думал останавливаться. Он сочинил вместе с поэтом Питером Синфилдом песню «I Believe in Father Christmas», которая должна была пойти в репертуар трио. Однако записанная с оркестром песня настолько отличалась от того, что делала группа прежде, что лейбл Atlantic настоял на выпуске песни под именем одного Лейка. На песню сняли клип, и в 1975-м она поднялась в английском хит-параде до 2-го места. Настал черед сольной работы Кита Эмерсона. В 1976 году вышел его инструментальный сингл «Honky Tonk Train Blues», реаранжировка самой известной пьесы «Буги-вуги» пианиста Мида Лакса Льюиса. Эмерсон исполнил номер по ТВ, в Италии он достиг верхней строчки, но в английском хит-параде занял только 11 место. Критики в очередной раз назвали Эмерсона неспособным к сочинительству плагиатором. Чтобы утереть им нос, музыкант приступил к сочинению большого концерта для фортепиано с оркестром. Карл Палмер в отсутствие концертов обучался приемам академической перкуссии и начал сочинять 20-минутный эпик, но не закончил его тогда. Тем не менее, все трое двигались в направлении записи с оркестром. В конце 1976 года было решено сделать это основой нового альбома. Лейк с Синфилдом сочинили еще 5 песен, Эмерсон дописал свой концерт, а Палмер спродюсировал запись нескольких старых и совершенно новых вещей. Двойной альбом был почти готов. 2 пластинки, 4 стороны, 3 из них целиком заняли сольные сочинения соответственно Эмерсона, Лейка и Палмера, записаны в разных студиях Парижа и Лондона. 4-я совместная сторона была записана в Швейцарии, там же подготовили альбом к изданию. Так группа скрывалась от высоких английских налогов, но музыканты нашли жизнь в стране для избранных скучной и перебрались в Канаду для репетиций концертов в поддержку альбома, пафосно озаглавленного «Произведение», ведь отсылки к академической музыке, к Баху и Прокофьеву тут по-прежнему присутствовали. В правый верхний угол конверта двойного альбома закралась маленькая пометка «Том 1». Что планировали поместить на 2-й том? Едва ли на этот вопрос у кого-то был ясный ответ. Более важным казалось триумфальное возвращение концертной деятельности. В грандиозном туре музыкантов должны были сопровождать 145 человек. Участники симфонического оркестра с дирижером, члены хора, стилисты, техники, личный доктор и даже инструктор по карате для Лейка. Чтобы в дороге разместить всех, приходилось бронировать не отдельные номера, а отели целиком. Мероприятие идеально соответствовало представлениям панков о раздутости прогрессивного рока. Фанаты группы были счастливы, однако уже через 3 недели затратный проект пришлось свернуть. Почти все оставшиеся концерты группы доигрывали втроем. Полномасштабное шоу так и не добралось до Европы. Группа потерпела существенную финансовую неудачу. Роскошные концерты в поддержку 1-го тома нанесли группе значительный финансовый ущерб. Единственный вариант оплатить долги перед лейблом заключался в срочном выпуске тома 2. Новых песен было мало,
и то в основном кавер-версии хитов 20-х годов. К этому времени Эмерсон сочинил много своей музыки, однако теперь остался ни с чем, поскольку пока он работал над первым томом в Швейцарии, пожар в его лондонском доме уничтожил уйму пленок и страниц с нотами. Второй том поступил в продажу всего через 7 месяцев после первого и оказался в 2 раза короче. Но времени наполнения альбома студийным или концертным материалом просто не было. Даже эпик барабанщика Карла Палмера не успели довести до ума. Так потенциально величественное продолжение обернулось скромным сборником неизданных песен, многие из которых уже были однажды отбракованы при составлении альбомов. Могло ли в результате получиться что-то хорошее? Отмена затратных концертов с оркестром в эпоху расцвета панка воспринимались исключительно со злорадством. Мол, так и надо этим выскочкам, которые возомнили себя классическими музыкантами. В пору выхода второго тома, усеченный до формата трио концертный тур еще не завершился, его противоречивые финансовые показатели распространились на новую пластинку. В конце 1977-го еженедельник Melody Maker назвал летний сингл группы хитом года по версии читателей, что могло вернуть интерес слушателей к трио. Вот только авторитет Melody Maker был погребен тогда популярностью журнала NME, куда устроился журналистом Джонни Роттен, лидер английской панк-группы Sex Pistols. Новый альбом попал в чарты, но показал относительно скромные результаты. Полностью долг перед Atlantic оплатить не удалось. Времена, когда группа контролировала собственный лейбл, остались позади. Чтобы свести дебет с кредитом, группа была вынуждена принять плотный концертный график до марта 1978 года, после чего музыканты настолько утомились, что и думать не могли о продолжении творчества. В запасе у них имелась запись одного из концертов с оркестром, сделанная в прошедшем туре. Оставалось издать ее, отбить последние долги и на торжественной ноте отправиться на покой. А вот только у лейбла были другие планы. После окончания тура в поддержку Дилогии Works, участники группы были изнеможены совместными выступлениями и хотели заняться каждой своей сольной карьерой. Возможно, это снова кончилось бы парой сольных синглов, как в 1975-м, и все трое продолжили бы вместе дальше. Однако это не совпадало с планами руководства лейбла Atlantic, одолжившего трио $1 миллион в счет будущих продаж альбомов на покрытие долга, оставленного убыточными концертами с оркестром в поддержку Works Том 1. Пришлось отложить планы на сольное творчество в долгий ящик. Не нужно концептуальности, просто поэкспериментируйте в студии и выдайте несколько коротких песенок для радио. Не то посоветовал, не то приказал президент Atlantic. Раз еще одной групповой записи было не избежать, стоило подумать хотя бы о комфорте в процессе записи. Кит Эмерсон попросил оплатить для трио несколько дней в студии на Багамах напротив солнечного пляжа с романтичным названием «Пляж любви». У музыкантов не было новых песен, но с этим готов был помочь текстовик Питер Синфилд, посчитавший работу на райском пляже на Багамах настоящим подарком судьбы. Несколько дней, проведенных за печатной машинкой в сочинении новых текстов, заставили Питера изменить мнение. В итоге несколько песен оказались таки сочинены. Одна из них была вдохновлена пляжем любви, в честь нее и назвали альбом. На пляже сделали и вульгарную фотографию для обложки. Выход альбома поддержали изданием сингла, а вероятно самой форматной и далекой от привычного творчества группы новой песни. У сингла были бы шансы попасть в чарт, окажись на первой его стороне попавшая на вторую инструментальная пьеска «Канарио», выполненная Эмерсоном, синтезаторная адаптация фрагмента сочинения современного испанского композитора Хоакина Родриго. Неудивительно, что сам альбом продавался рекордно плохо. Занял только 48 место в английском рейтинге. В его поддержку организовали, что называется, рекламный тур на радио, после которого группа объявила о распаде. Карл Палмер планировал организовать в 1979-м прощальный тур трио по Европе, но Кит и Грег так и не смогли согласовать прощальный репертуар. Все участники трио продолжили заниматься музыкой, Карл Палмер собрал группу, а Грег Лейк и Кит Эмерсон выпускали сольники. Однако ни один из них не обрел популярности. Но новая эпоха для музыкантов была открыта. Следующий студийный альбом Эмерсон, Лейк и Палмер появится только в 1992-м.
В 91-м музыканты вернулись к своей прежней деятельности и воссоединились как легендарное трио. Ребята выпустили альбом Black Moon, в котором звучание их композиций было дополнено новыми инструментами и технологиями, а песни стали намного короче по сравнению с предыдущими. Это обновление привлекало новых поклонников и собирало огромные концертные залы. Группа активно выступала с концертами, даже хотела выпустить еще один альбом, однако в то время Эмерсон перенес серьезную операцию, и альбом оказался слабым. Через некоторое время коллектив снова решил сделать двухлетний перерыв, чтобы участники могли поправить свое здоровье и подготовиться к продуктивной работе. В 1996 году Эмерсон выздоровел, и группа воссоединилась, чтобы вместе гастролировать. Этот тур был коммерчески успешным для музыкантов, хотя коллективу приходилось выступать на небольших площадках. В течение 2 лет группа активно выступала с концертами, даже планировала работать над альбомами. Но споры и разногласия относительно альбома привели к дальнейшему разделению группы. После продолжительного перерыва в 2009 году Палмер сообщил о том, что группа воссоединится в том же году. Но проблемы со здоровьем Эмерсона препятствовали этому событию. Несколько лет спустя группа все же собралась и была активной до 2016 года, выступая с концертами, выпуская новые альбомы и гастролируя по странам. Однако произошло несчастье. Кит Эмерсон решил покончить с собой и пустил себе пулю в голову. Причины такого резкого поступка поклонникам до ныне неизвестны. А через несколько месяцев Лейк умер от рака. После смерти Грега Лейка Карл Палмер остался единственным оставшимся в живых участником группы. Эмерсон, Лейк и Палмер совершили настоящую революцию в 70-е годы, буквально перевернув рок-сцену. Работая вместе, они развили способности каждого до немыслимых границ и, невзирая на технологические ограничения начала 70-х, исследовали непознанное, ставили эксперименты, устанавливали новые стандарты для прогрессивного направления музыки.